Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Федор Крашенинников на связи прямо сейчас. Федор, приветствую вас. Добрый день, здравствуйте. Федор, начать наш разговор я предлагаю понятными, скажем так, умозаключениями о том, что уже слишком долго идет война, 4 года завтра, и массовое интервью Зеленского по этому поводу и вообще в принципе по поводу текущей ситуации. Как на фоне 4 лет и вот этой 4-й годовщины широкомасштабной войны России и Украины вообще смотрятся его заявления? Вот начать давайте все-таки попробуем с позиции, что на линии фронта или около нее должны стоять западные военные, но Европа не хочет. Значит, мы бы, украинцы, сейчас бы как ввели бы мобилизацию, как в России, имеется в виду контракты многомиллионные, вот это вот все по этим же лекалам, но денег нет, а Европа денег не дает. И вроде как Европа помогает, но недостаточно, конечно, недостаточно. Сегодня, кстати, Кая Каллас сообщила, что будут обсуждать пакет санкций против России. Ну и, говорит, успеха не видать. В общем, кажется, что на этом рубеже 4 года все не просто поменялось, а диаметрально противоположно для Украины и вообще по итогам вот этих 4 лет. Что бы вы сказали и на что бы обратили свое внимание? Я бы все-таки обратил внимание, как все-таки гражданин России, на то, что и Путин спустя 4 года войны совершенно никак не демонстрирует никакого желания ее прекращать. Во всяком случае, в своем публичном выступлении, по случаю 23 февраля, он, в общем, достаточно и по-истребинному звучит. То есть в любом случае нельзя упускать из виду тот факт, что эту войну начал Путин, и вообще-то он готов ее продолжать и собирается ее продолжать. И нельзя сказать, что вот только Зеленский делает странные воинственные заявления, хотя, казалось бы, уже пора бы перестать быть такими воинственными. Тут как бы Путин задает ритм. И Зеленский, как мне кажется, просто пытается отвечать на это, что война продолжается не очень хорошо для Украины. Путин не собирается сбавлять обороты, остается, делает воинственные заявления, продолжает обстрелы. Что здесь делать? Зеленский, ему надо как-то вдохновлять народ, так сказать, Украины, тех, кто его слушает на войну, объяснять, почему все так плохо, и продолжать общаться с западными какими-то силами, объясняя им, почему надо дать еще денег и почему, так сказать, еще до сих пор все не закончилось хорошо, хотя я не очень понимаю, собственно, как оно могло закончиться хорошо. Тут весь вопрос в том, какие были ошибки сделаны в начале этой войны. Я думаю, всеми сторонами. Там про ошибки Путина много сказано. Вообще война была ошибкой. Но мне кажется, что ошибка была в том, что в конце 2022 года возникло это ощущение, что Украина может военным путем одержать победу. Эта идея была широко продана и украинскому обществу, и европейским партнерам, возможно, части прошлой администрации США. Может быть, не сильно в это и верили до конца, особенно военные структуры. Но был такой общий консенсус, надо подпевать и говорить, да, Украина может победить, надо ей просто помочь, Россия потерпит военное положение, развалится и так далее, и так далее. Удивительным образом канцлер Мерц и сейчас продолжает что-то такое говорить, но уже немножко в другой редакции. Собственно, прошло 4 года. Мы узнали много интересного про провал контрнаступления 23 года, которое, теперь, я думаю, если оглядываться назад, был последним шансом для ВСУ переломить ход военной войны. То есть, если бы это контрнаступление каким-то образом прошло успешно, например, если мы примем версию Залужного, что планировалось, кстати говоря, версию, подтверждаемую западными источниками, что план, который был выработан западными консультантами и украинским командованием, предполагал удар куда-то в одну точку. Но этот план был изменен под влиянием политического руководства Украины, и, давайте скажем честно, контрнаступление 23 года потерпело поражение. И это был последний шанс. Да? Сейчас все это всплывает на фоне, так сказать, продолжающейся войны. И я думаю, что с этим связаны эти заявления Зеленского, его попытки найти
объяснение происходящему. Другое дело, что я бы не стал даже комментировать все его заявления. То есть можно, конечно, но он делает взаимоисключающие заявления. Он делает очень много заявлений, они постоянно новые. И, честно сказать, мне кажется, что они делаются как бы, ну, вот в каких-то тактических целях. Да? Например, вот меня поразила вот эта идея, да мы готовы провести референдум, но на нем заведомо победит точка зрения ничего не отдавать. Ну, вот я гражданин России, той самой страны, где всегда заранее известно, чем кончатся любые выборы и референдум. Да? И когда вот так уверенно, так сказать, итоги референдума сообщаются еще до его начала и проведения, ну, я не знаю, как это. А зачем-то вообще проводить какие-нибудь выборы и референдум, если заранее все уже известно президенту? Так их и не проводят, Федор. Ну, так их и не проводят, да. Но сама вот эта идея, что мы готовы провести референдум, но на них все равно победит та позиция, о которой я говорю, ну, как бы следующая стадия, очевидно, давайте проведем такие выборы, на которых известно, кто победит, я. Ну, то есть мне вообще кажется, что как только высшее должностное лицо начинает заранее предсказывать, чем закончатся выборы и референдумы, ну, это как бы ставит под вопрос ценности этих выборов и референдумов. Ну, как бы это странно. Да? Тем более, если это выдвигается как какое-то условие. Давайте проведем референдум и узнаем мнение украинцев. Давайте. После чего человек буквально следующей фразой говорит, ну, они все выскажутся там против. Ну, то есть, если как бы... Тогда зачем ты предлагаешь проводить референдум? Можно сказать, не надо проводить Проблема в том, что это не он, видимо, предлагает. Ну, моя как бы конспирологическая теория, хотя противник конспирологии, заключается в том, что вот после всех этих давления Трампа через НАБУ, конечно, Зеленского взяли в очень плотный круг американских, прямо скажем, агентов во главе с господином Будановым, которые его довольно, так сказать, сильно, не сильно, скажем так, просто тащат его к этому договору. Тащат его к трамповскому договорнику, потому что, ну, раз ты, так сказать, ориентируешься на Вашингтонскую администрацию, там сейчас тоже не царит демократия, там вот как сказал великий вождь, так надо и делать. Великий вождь сказал, что любой ценой надо заключать мир, чтобы война прекратилась. Поэтому все, так сказать, кто подчиняется вот этой Вашингтонской вертикали, должны просто взять руки под козырек и делать то, что говорит начальство. Поэтому мне кажется, что вот эта проамериканская часть, проамериканская фракция в руководстве Украины просто и не затеяла сейчас готовит договорняк и тащит туда Зеленского. Зеленский пытается, очевидно, упираться и, так сказать, искать опору в каких-то других фракциях, которые, конечно, есть, там проевропейская, ну, собственно, украинская, скажем так, националистическая, да, чтобы встать и сказать, нет, мы не можем подписывать. Но выглядит это странно, потому что если вот эти все переговоры о территориальных передачах земли не имеют смысла, у меня только один вопрос. А о чем тогда вообще идут переговоры в Женеве? Ну, то есть тогда надо просто хлопнуть дверью и сказать Трампу напрямую, что переговоры бессмысленны, значит, землю отдавать не будем, говорить не о чем. Ну, потому что как бы есть две взаимоисключающие позиции. Да? Путина «отдайте мне Донбасс» и по линии фронта, и Зеленского «Донбасс не отдадим, ну, по линии фронта готовы, но без признания территории и так далее, и так далее. Как бы эти позиции не сходятся. То есть, и если обе стороны не готовы к уступкам, тогда о чем они там разговаривают, я не очень понимаю. Ну, надо честно встать и сказать, у нас позиции взаимоисключающие, продолжаем воевать. Да? Но переговоры продолжаются, а позиции остаются взаимоисключающими. Причем Зеленский снова и снова повторяет, что мы ничего не отдадим, мы на уступки не пойдем. Ну, не знаю, а что за конструктивные переговоры в Женеве, о которых говорит Уитков и тот же Буданов, например. Да? Поэтому мне кажется, что о чем там на самом деле переговоры мы не знаем, а Зеленский пытается, с одной стороны, сделать хорошую мину при плохой игре, а с другой стороны, ну, может быть, у него есть какие-то надежды, что если затягивать подписание мира, то что-нибудь произойдет. Например. Интересно, как отреагировал на все происходящее Бен Ходжес. Причем, ну, этот отставной генерал, он достаточно, у него такая позиция антироссийская, он выходит и говорит... Да, он вполне себе. И выходит и говорит, что, ребята, обо всем уже договорились. Ну, то есть негласные, устные вот такие вот договоренности, они уже реализовываются. И где-то летом, да, летом мы увидим какие-то документы. То, как Зеленский играет с документами, это ведь тоже классика. Ну, вот если оглядываться назад, мы же теперь понимаем, как 28 пунктов превратились в 21. Причем 21 он его проталкивал эту формулировку, да. Ну, кто-то, видимо, подсказал, что 21 очко, мол, у всех будет на устах, но не
попало на язык, не обсуждаются. Это исключительно украинская сторона и версия. Мы вообще никаких пунктов не слышали. Количество имеется в виду, документации какой-то, да, по поводу переговоров в Женеве. Мы вообще ничего не знаем про то, что они там на самом деле обсуждают. Но вот то, что вы сказали, это, к сожалению, тоже, как мне кажется, такой синдром 22 года. Потому что все в 22 году, когда началась война и началась с агрессии России, и весь мир, западный мир, безусловно, стал на сторону Украины, и любые оценки, любые суждения, которые говорило украинское руководство, тогда воспринимались на ура и не обсуждались. Ну, то есть, вот если, так сказать, там в 22 году Зеленский выходил, что-нибудь говорил, все это подхватывали, соглашались, аплодировали и как бы принимали. Да, было такое время, и оно там длилось и там, 22-23 год. И мне кажется, он до сих пор живет вот с тем ощущением, что что бы он ни сказал, это станет, как бы будет всем подхвачено некритично. Ну, раньше же так и было, как бы, да? Когда вот он ездил с парламента в парламент, ему все вставали, аплодировали, и вот все, что он говорил. Сейчас встают и аплодируют. Давос, вспомните. Уже, скажем так, гораздо меньше таких излияний, да и событий стало меньше такого рода. Тем не менее, вот есть ощущение, что он способен переломить информационную повестку какими-то своими интервенциями. Например, вот это постоянное повторение шутки про встречу с Путиным и так далее. Да? Но это так не работает. Вообще не очень понятно, какой смысл обсуждать, например, отдельно там, заявление видения ситуации Зеленского, отдельно видение ситуации, там, условно говоря, какого-нибудь российского одиозного там, деятеля, стоящего на радикальных позициях, или просто Трампа. Да? Очевидно, что все три должны каким-то образом сойтись на чем-то одном, и тогда будет какой-то результат. Судя по всему, Трамп с Путиным сошлись на чем-то, да, и Ходжес, вы говорите, подтверждает, и сами, и российские деятели постоянно намекают на дух Анкориджа, да, и так далее. Очевидно, что не договорились пока только с Зеленским. И он вот в оставшейся у него небольшой зоне свободы продолжает генерировать какие-то альтернативные предложения, идеи в надежде, что кто-нибудь поддержит. Не знаю, на что он надеется, что, может, в окружении Трампа есть какие-то люди, на которых он надеется. Может быть, он надеется, что европейцы, встав, безусловно, на его позицию, каким-то образом принудят Трампа учесть его точку зрения. Да? Европейцы, в принципе, похожи на таких людей, но они ведь это делают не потому, что им хочется точку зрения Зеленского поддержать. Им нужен какой-то козырь, чтобы сесть за стол переговоров. Поэтому они говорят, а вот Украина, значит, вот вы ее не слушаете, давайте мы будем тут сидеть. Но это уже неплохо. В ситуации Зеленского, когда возможностей все меньше, конечно, ему приходится хвататься за все возможности, в том числе и буквально придумывать какие-то вещи, которые кроме него, собственно, никому особо не интересны. Ну так давайте оценим тогда возможность сесть за стол переговоров. Вот The Week на прошлой неделе публикует обложку, где изображают лидеров, да, Макрона, Мерца и Стармера, и пишут, что они карикатура, что они слишком слабы, чтобы сражаться. Сейчас мы видим абсолютную, давайте так, абсолютную такую какофонию, ссоры между собой, как вот Мелани и Макрон. Мы видим Мерца, который тоже как бы не шибко к Макрону, а Макрон всего лишь навсего только предложил навести мосты с Путиным. Стармер, у него своя игра, и мы видим, что это лебедь, рак и щука. Ну а как бы конфронтация с Орбаном предвыборная, она тоже ведь серьезно бьет по вообще позиции Евросоюза. Они блокируют санкции, они блокируют там, электроэнергию, говорят, ребята, включайте дружбу, нефтепровод. Мы как бы рыпнулись в Хорватию, говорят, нет, хорваты не хотят, через Адриатику там сложно поставлять энергоресурсы. А Зеленскому выкатили четкий ультиматум. И это выглядит именно как достижение российской стороны, потому что у людей приходит осмысление. Люди начинают понимать, что поддержка Украины еще там на год, или как там, 2, или, если верить этому сливу, 3 года, вроде как сказал Зеленский, но потом это все опровергли, тогда загнется все. В той же Словакии и Венгрии, как небольших европейских государствах, они не хотят становиться условной там Болгарией, которая там, в общем, уровень жизни упал в разы, когда вот ввели евро.
Ну вот серьезно, то есть они прям в шоке, они говорят, не-не-не, ребята, и поэтому подталкивают Зеленского к уступкам. Ведь если Зеленский пустит нефть, он же прежде всего нарушит вот эти свои громкие, помните, высказывания, ни капли российской нефти, ничего российского. Ну и мост наведут между Россией и Европой. Это в условиях, когда Зеленский зависит только от Европы, просто невозможно и катастрофически в политическом и военно-политическом смысле. Ну, я так скажу, я, в отличие от госпожи Латыниной, не являюсь поклонником Путина и не склонен преувеличивать его влияние на окружающий мир. Все, о чем вы говорите, это вообще не достижение Путина и не его заслуги. Это заслуги Трампа. То есть позиция Трампа и смена администрации в Вашингтоне создала ситуацию, при которой все это стало возможным. Возможно, например, вот такое поведение Венгрии и Словакии, и не факт, что они это делают для Путина, возможно, им из Вашингтона намекнули, что неплохо бы вот так надавить на Киев. Я не верю, что вот эти вот страны, находящие в НАТО и в Западный блок, ориентируются прям так на Москву. Если бы в Америке был другой президент, который, скажем так, за такие отступления от общеевропейского, от общезападного курса наказывал бы, никакой Орбан и никакой Фице не посмел бы так себя вести. Можно, сказали, не из Москвы, можно, сказали, из Вашингтона. И то же самое касается вот этого всего разброда и шатания внутри Европейского Союза, который в другой ситуации, наверное, можно было привести к общему знаменателю через НАТО, опять же, в условиях, если бы была четкая позиция американского президента, например, был бы не Байден, а какой-то молодой энергичный Байден, который бы говорил, так, что бы тут все, ну-ка быстро подсобрались, там пошли все хором помогать Украине, никаких вариантов нет, Венгрия, заткнись, Словакия, значит, там, заткнись и так далее. Все так и сделали. А как? Тоже в западном мире стал бы спорить с американским президентом вот в рамках старой структуры. Но сначала там был Байден, который выпустил вожжи из рук, а потом шел Трамп, у которого интересы прямо противоположны всему тому, что было провозглашалось в 2022-2024 годах. Ну, реально. То есть Америка, тут главный игрок. Путин это просто держава второй лиги, которая, скажем так, пользуется тем, что вот Трамп решает свои вопросы, и в своих интересах ему надо сделать и то, и другое. Кстати говоря, Трамп воюет с Европейским Союзом. То есть давайте посмотрим на все это как на эпизод борьбы Трампа с Европейским Союзом. Он ненавидит Европейский Союз. Ему нравится унижать европейских лидеров. И в этом смысле Орбан с Фице – это просто подарок ему. Такие прекрасные, так сказать, персонажи готовы смотреть ему в рот и делать все, что он скажет, и он их руками ставит в все более дурацкое положение там, лидеров Франции и Германии. То, что между Францией и Германией есть свои разногласия, это неудивительно. Опять же, проблема в том, что нет никакого арбитра, который мог бы сгладить эти противоречия и сказать, так, вы чего там все, давайте-ка помиримся, у нас тут есть общие задачи. Вот этого нет. Поэтому я бы вот все происходящее списал именно на влияние разлагающее, идущее из Вашингтона. А Путин – это просто такой радующийся человек, который сидит, глядя вот на берегу реки, как мимо него плывут, значит, вот эти вот все безобразия, и радуется. Но и надувая щеки, и, так сказать, и своим адептам рассказывает, что это я все организовал, все я устроил, это все происходит по велению по моему. Нет, это, мне кажется, все происходит потому, что Трамп. Нет, смотрите, вы немножко как бы передергиваете посыл. Ровно потому, что Путин не заканчивает войну, вот эта ситуация стала и возможна. Это правда, конечно. Ровно потому. И вот вы когда говорите, вот, Трамп, разложение, там, какое разложение? Вот Зеленский в интервью, вот этом свежем, там, где он говорит, что я никуда не хожу, ни кафе, ни дети, в общем. Ну, как бы жизнь типичного человека, который среднестатистического ухылянта, как говорится, который сидит, боится носа высунуть, потому что людоловы шастают, и они тоже так живут. Тоже не театра, тоже не кафе, тоже в магазин не ходят, жены продукты таскают. То есть, ну, как бы он вот таким вот образом в этом интервью он говорит, что, простите, пожалуйста, а европейцы и американцы как помогали разведданными, так и помогают. Как предупреждали, так и предупреждают. Он сетует только на то, что, слушайте, а почему вы нам не даете лицензию, чтобы, ну, как бы мы сами производили тут ракеты для ПВО? То есть, вот у него какая претензия. Дайте нам, пожалуйста, не рыбу, а удочку, раз рыбу не даете. То есть, я к чему говорю? Я к тому, что вот этот посыл от Зеленского, он четко нам выразительно говорит, что американцы
участвуют в войне на стороне Украины. Да, финансово не участвуют, уже 95% по году посчитали, как бы минуса, но они все равно играют, в общем-то, на этом поле, на их поле. И тут же смотрите, какая история. Вы как говорите, это вот Трамп, это вот, ну там, вот, потому что Америка, потому что то. Ровно поэтому вот этот дух анкориджа многими и критикуется, потому что США не являются посредником в этой игре, потому что они продают оружие, да, теперь не за свои, за европейские деньги. Они поставляют данные разведке, они и их, скажем так, программное обеспечение во всех, скажем так, бронированных или полубронированных разных типах вооружения. Мы помним, что случилось в Сирии, мы помним, что случилось в Афганистане, когда нажатием одной кнопки просто машина стала. Вот любая, она не едет, она не стреляет, она, ну вот потому что вот такое решение было принято. У Украины и Старлинки и едут, и стреляют, и помогают. Просто финансово не вкладываются. Поэтому здесь как бы такой акцент смещается как раз-таки и в сторону достижений не достижений военных, а достижением войны. Ровно потому, что США не отказались от Украины, война и продолжается. Разве нет? Ну, смотрите, то, что Путин начал войну и ведет войну, это правда, это фактор. Я о том говорю, что этот фактор не изменился с 22 года. Вот он как начал войну, так он ее и ведет. А вот просто в начале этой войны позиция США была более жесткая, и они всех буквально, так сказать, подгоняли занять эту позицию и поддерживали. А потом она изменилась, а все те, кто, так сказать, согласились громко крикнуть «караул», оказались в глупом положении, да, потому что они продолжают кричать «караул», американцы, в общем, вот то, что вы сказали, продают им за хорошие деньги оружие. Ну, давайте честно, идея Зеленского «продайте мне лицензию», она очень странная. Не для того Трамп выстраивает всю эту схему по торговле американским оружием, чтобы отдавать кому-то лицензию. Купите. То есть вообще проблема с Трампом не в том, что ему нравится Путин, или он там какой-то антиукраинец, или он хочет помогать Путину и вредить Украине. Если бы он хотел вредить Украине, он бы так и сделал, как вы сказали, просто все отключил и сказал «до свидания, забирайте». Да? Он хочет заработать денег тем способом, который ему кажется правильным. Он действительно не посредник, не нейтральный посредник. Он заинтересованный посредник. Это человек, который хочет, чтобы вот это все безобразие быстрее закончилось, причем с выгодой для него. А если вы хотите продолжать, ну так продолжайте только за свой счет. Пожалуйста, я готов вам продавать, так сказать, все, что вы хотите. Не удочки ни в коем случае, а, собственно, рыбу в моей, так сказать, рыботорговой лавочке. Пожалуйста, покупайте весь ассортимент к вашему услугам. Он действительно не является ни другом России, ни каким-то человеком, который хочет делать приятно Путину. Более того, он все это делает, чтобы сохранить рычаг давления на Путина и на Зеленского. Потому что если бы он, ну вот, так сказать, умыл руки и сказал, я больше в Украине ни при чем, так его тогда бы и Путин не стал слушать по этому вопросу. Ну, раз ты уже все, ты же уже ушел, что с тобой разговаривать. Да и у Зеленского руки были бы развязаны. Да? Ведь по большому счету, вот вы все, что вы говорите про Зеленского, а ведь у него действительно связаны руки. То есть, с одной стороны, он понимает, что Америка, ну, мягко говоря, предала Украину. С другой стороны, он не может это прямо сказать, потому что вот эти вот, то, что вы говорите, продолжается. То есть, не совсем все веревочки-то обрезаны. А то есть, почему предала? Подождите. Что? Ну как почему? Нет, потому стойте. Что заказ. Объем поддержки резко снизился, давайте честно. Нет, за то, что уровень поддержки снизился, это означает, что их предали. Сейчас мы почему так вот пространно, философски я начал с вами разговор о 4 годах, да, вот о том, что изменилось, как поменялось. Понятно, кто теперь заказчик войны? Ну, мне непонятно. Для меня заказчик войны, безусловно, Путин был и остается. То есть, очевидно, что если бы он не начал эту войну, не захотел ее вести так долго и такими усилиями, она бы закончилась. Или она бы вообще не началась, или бы закончилась довольно быстро. Мне совершенно очевидно, с моей точки зрения, что эта война целиком и полностью война Путина. Это его ответственность. А поведение украинских властей там, и то, как ведет себя Зеленский, ну, это просто вот поведение человека, который оказался не на своем месте в неподходящее время, не в той должности, которая ему, ну, прямо сказать, не подходит. Да? И он эту роль играет, как он может. Но эта война абсолютно целиком, полностью организована Путиным, и это он в ней виноват, это он ее организовал, он ее хотел, он ее хочет сейчас,
он ее будет продолжать, пока не добьется своих целей. И как бы это просто часть его всего его политического курса там, за 25 лет. Не в плане, что он 25 лет планировал напасть на Украину, нет. А в плане того, что вот он такой человек, который хочет доминировать везде и всюду, и ищет способы и поводы, так сказать, влезть везде и подоминировать. Да? Вот сейчас, повторюсь, ему тоже нравится смотреть, как унижается Европа, и часть программы войны в Украине – это ведь не только щелкнуть по носу там Байдена, как было в начале, но еще и унизить Европу, поставить Европу в дурацкое положение и сказать, ну вы поняли все, что вы вообще никто ничего не можете, а я могу. Вот как бы как я вижу эту ситуацию. То есть я понимаю, что у вас свой взгляд, и для вас важно понять, почему так ужасно все в Украине, и почему так Зеленский так ведет. Но Зеленский – это человек, который не он повел войска на Россию и теперь, так сказать, отвечает за вот это глупое решение. Да? Он не повел войска в наступление на Россию. Что бы он там ни говорил и не делал перед войной, никак не оправдывает то, что войну начал Путин. Войну начал Путин, следовательно, вся ответственность за все происходящее лежит на нем. Ну, за эти 4 года были вылазки в Курскую область. Да, но еще раз, они были до того, как Путин напал на... Нет, еще раз, кто первый напал? Кто вел войска на территорию Украины? Путин еще в 2014 году. В 2022 году было широкомасштабное вторжение с нескольких сторон. То, что потом Зеленский предпринимал странные решения, вводил войска, совершенно бессмысленная Курская операция, которая, так сказать, во всех смыслах непонятно зачем. Тут даже не стоит обсуждать. Нет, стоит обсуждать, кто заказчик войны. Вот смотрите, Guardian нам... Смотрите, Guardian нам пишет, что, говорит, первый, куда побежал Зеленский, когда только что все произошло? Он в Британию пошел, говорит, Джонсон, звони. Джонсон потом приехал, и сорвали вот этот первый Стамбул, говорит, будем воевать. То есть Джонсон и сейчас центр принятия решений в Британии находится. Ну, это, возможно, центр принятия решений украинских, потому что, еще раз, война началась Путину. И дальше Зеленский оказался в каком-то смысле заложником собственных представлений об устройстве мира и тогдашнего руководства стран Запада. Вот это характерно. Тогдашнего руководства стран Запада. Тогда был Байден, тогда был Джонсон, который там наобещал с 3 короба и сейчас продолжает какие-то воинственные вещи произносить, будучи вообще абсолютно уже не тем. Да? Был Шольц, тоже, так сказать, человек не очень готовый к боевым столкновениям. Был Макрон, который, кстати говоря, до последнего пытался вести идеологию с Путиным и как-то держать руку на пульсе, а его все дружно обхихикивали, кричали и ругались, и говорили, зачем ты звонишь, значит, не надо звонить, да? И так далее. То есть вот такая была конфигурация. Но вся она выстраивалась под Америку. То есть если бы Америка вот в той ситуации, как вот говорит Трамп, если бы я был президентом, да, ну, предположим, президентом был бы там Трамп с его нынешним настроением. И к нему в 2022 году приходит Зеленский и говорит, вот напал, значит, Путин перешел границу, идет вот на Киев. И если бы Трамп ему сказал, ну, ваши проблемы, не знаю, что, сдавайтесь там, я не знаю, отдавайте, да. Конечно, ничего бы это не было. И все остальные западные страны тоже сказали, ну, раз Америка не хочет впрягаться, мы чего будем, так сказать, впрягаться, да. Там Эстония, Латвия, там куда без Америки, да. Но ведь Америка впряглась. То есть, когда я говорю Америка предавать, не значит, что она вообще умыла руки. Давайте честно, уровень поддержки политической и давления на западных союзников, который оказывает администрация Байдена, прямо вектор этого давления прямо противоположен вектору, который оказывает Трамп. То есть, если Байден и его администрация поддерживали всех в вопросе «давайте все сплотимся вокруг Украины», поможем, чем сможем, то Трамп, по сути, поддерживает Орбана, Фицу и всех остальных, которые говорят, давайте не будем помогать Украине, а давайте на нее надавим еще, чтобы она быстрее согласилась. То есть, вот как бы, что для меня важно в этом вопросе. То, что Борис Джонсон безответственный демагог и, так сказать, человек без совести, и он действительно сорвал Стамбул и своими совершенно вздорными обещаниями, так сказать, внушил ненужные надежды Зеленскому и украинскому народу, ну, как бы, это вопросы к нему. Он и сейчас продолжает. То есть я вот читал его заявление, это, конечно, какое-то просто бесстыдство человека, который ни за что не отвечает и просто, будучи журналистом-колумнистом, так сказать, не фильтрует базара, сидит и рассказывает какие-то вещи, но так как он бывший премьер-министр Британии, эти вещи как бы имеют какой-то больший смысл, чем, условно говоря, наш с вами там разговор, да, или чем мнение любого другого человека. Но это неправда, потому что у Стармера гораздо более, скажем так, осторожные настроения. Но мой взгляд именно в том, что все, что сейчас происходит, и даже эта корявая позиция европейских политиков, это, ну, вот еще раз сошлюсь на Булгакова, да, когда Коровьев говорит, давайте все громко крикнем «Корову»,
так сказать, Иван Бездомный громко кричит «караул», понимает, что как бы он один кричит «караул», больше-то что-то никто не кричит. Вот именно так американцы и поступили со своими союзниками. Сначала они всех собрали в хор и сказали «давайте громко кричать, значит, слава Украине, поддержка Украине». Хор, так сказать, нестроенный это скандировал, вдруг обнаружил, что регент хора уже там, так сказать, на Панкоридже встречается с Путиным, и вообще у них теперь другие настроения. И вот они не могут развернуться там прямо и сказать, мы были неправы, там надо что-то по-другому. Они пытаются как-то вот сделать хорошую мину при плохой игре. У разных людей по-разному получается. Да? Но хуже всех получается, мне кажется, у Мерта. Это, честно сказать, удивительно, насколько он, ну, все от него ждали, так сказать, что он будет более, скажем так, решительным, да, а он упорно продолжает стоять на каких-то тезисах, которые чем дальше, тем страннее смотрят. Ну, это его вот какая-то часть антиамериканской повестки, очевидно. Тогда от кого сейчас зависит завершение войны? Я думаю, что оно зависит от окружения Зеленского, мне кажется. Оно зависит от того, насколько все-таки американские рычаги давления на Зеленского мощны и насколько они готовы привести их в действие. Потому что все, чего не хватает для завершения войны, это того, чтобы однажды утром Зеленский, значит, проснулся и, значит, позвонил и передал Трампу, что я готов все подписать. Потому что это мы с вами не знаем, какой документ там обсуждается. Вот о чем мы с вами говорили. А он знает. То есть вот тот документ, который Путин с Трампом ему подсовывает, он, конечно, уже его давно с ним ознакомился. Давно. И вот этот приезд Мединского на переговоры в Женеве, мне кажется, что символ был именно в том, что, типа, извините, но вам уже все сказали. Вам уже все передали, чего вы ждете? Вот к вам приехал дядя, так сказать, Мединский, отстучал вам от сих до сих ровно все то же самое, что вы уже слышали. Потому что если вы ждете какого-то апгрейда, каких-то новых предложений, чего-то более мягкого, этого не будет. Все согласовано в Анкоридж. И вот как бы у Зеленского сейчас такая проблема. Ну, у него на столе лежит этот вот документ. Периодически к нему приезжает там Уитков, и все остальные спрашивают, ну как, когда вы уже подпишете? Уже Трамп спрашивает, пора уже подписывать. Он не может прямо встать и сказать, я не буду это подписывать, потому что у Трампа после этого забрало упадет окончательно, и случится то, о чем вы говорили. Да? То есть он может вообще все остановить и сказать, так, до свидания, меня тут не уважают. Да? Ну, вот, очевидно, у него есть какие-то свои каналы коммуникации с окружением Трампа, которые позволяют ему пока избегать подписания этого договора. А Путин ведет себя очень просто. Типа, я вам все сказал, документы передал, Трамп принял к сведению. Жду, пока подпишете. Пока не будет подписано, будем наступать везде, где можно, и долбать всем, чем можно, не оглядываясь. Тем более, что Трамп к этому относится с удивительным равнодушием, да, что в ходе переговоров Путин продолжает обстреливать Украину вообще всем, чем попало, и как-то совершенно, так сказать, это никого... А Украина – Россия. Да? А Трамп на все это смотрит и говорит, ну, хватит уже ссориться, давайте, вот бумага есть, там подпишите и успокойтесь. Вот, мне кажется, в такой стадии. Поэтому все это может провернуться довольно быстро, как на удивление, повторюсь, там завтра, послезавтра. Это уж совсем фантастика. А может тянуться долго. Если у Зеленского есть возможности за что цепляться и избегать подписания вот этого документа, который у него на столе уже лежит довольно давно. Если пофантазировать, о чем этот документ? И является ли это подписание победой Путина? Ну, вот это принятие. Ну, а что фантазировать-то? Условия давно завершения войны давно известны, и едва ли они кажутся Трампу чрезмерными. Да? То есть Путин хочет получить полностью территорию Донбасса, потому что в начале войны это единственное, о чем он прямо говорил. То есть освобождение Донбасса, как он говорил. То есть ради этого была начата война. Значит, плюс для него это, конечно, тем более важно сейчас, что сам Зеленский за время войны, скажем так, очень сильно поднял ценность Донбасса. Вот чем чаще Зеленский говорит «не отдадим, не отдадим», тем важнее для Путина заставить отдать Зеленского, потому что моральное уничтожение Зеленского – это как бы одна из побочных целей теперь уже кампании, потому что Зеленский, я так понимаю, Путин очень сильно раздражает своими выпадами, там, заявлениями, обзываниями и так далее. То есть, значит, целиком территория Донецкой и Луганской области, дальше по линии фронта, вот там, где проходит фронт в других регионах, потому что, очевидно, Путин
смирился с тем, что захватить всю Украину целиком и нельзя, да и зачем, как ее потом контролировать, что с ней потом делать. В принципе, и так достаточно. Сухопутный мост до Крыма есть, Азовское море, внутреннее море и так далее, и так далее. Ну и, очевидно, есть какие-то еще условия для Украины, а именно никаких иностранных войск на ее территории. Хотя тут, я думаю, Путин понимает, что его могут обмануть, конечно. Да? Но, тем не менее, никаких иностранных войск на территории Украины. Ну и вот эти все денацификационные, так сказать, требования, там русский язык и так далее. И так далее. То есть вообще не фантазировать нечего, откровенно говоря. Вот ровно вот это все путинская пропаганда долдонит все последние, так сказать, месяцы. И люди, которые не хотят, говорят, нечего его слушать, он врет, он не хочет мира, зачем его слушать? Да хочет он мира не потому, что он такой добрый, а потому что, вот насколько я понимаю, и что мне рассказывают люди из России, ситуация все-таки действительно ухудшается. И бесконечно воевать еще 3 года, еще 4 года, это все фантастика. Ну, то есть можно, конечно, но это прямой путь в казарменный социализм. Это надо вот прям реально объявлять мобилизацию, ликвидировать капитализм. Ну, потому что дальше вот уже сейчас долго можно рассказывать, но накапливаются неплатежи. Ну, то есть, чтобы продолжать войну еще несколько лет, Путину надо избавиться от капитализма. И прямо перевести экономику на госрегулирование там, и так далее, и ввести всеобщую мобилизацию. Он этого не хочет. Поэтому ему бы, конечно, хотелось закончить войну вот на этих условиях, спраздновать победу и дальше заняться своими делами, закручиванием гаек и так далее. Вся вот эта мифология, что он готов воевать вечно, что он не остановится, что ему там надо все, что он там пойдет до Львова, до Варшавы, до Берлина, до Парижа, это все, конечно, преувеличение роли и возможностей Путина. То есть не настолько все хорошо у России, не настолько у нее бездонный ресурс по людям и деньгам, чтобы она могла себе позволить такую войну. Извините, но у меня к этим людям всегда вопрос. То есть, с одной стороны, эти же люди этими же ртами рассказывают, что Россия вот-вот рухнет, там все разваливается, экономика в полном, так сказать, бардаке и так далее. И потом в следующем абзаце рассказывает, что Путин, значит, готов воевать еще много лет и дойти там до Берлина и Парижа. Ну, серьезно, это взаимоисключающие вещи. Или все хорошо и можно воевать долго, или все плохо, и тогда долго воевать нельзя. Поэтому мне кажется, что вот эти все рассуждения о том, что Путин на самом деле не хочет мира, а всех обманывает и хочет воевать вечно, это попытка объяснить, почему, например, Трампу, почему вот это вот вполне уже, так сказать, очевидные исходы войны, предложение ее закончить таким вот неприятным для Украины образом отбрасывается. Ну, вот я буквально читал Зеленского, он говорит, ну, это же все неправда. Он потом еще захочет, он потом еще потребует. Ну, как бы, наверное, да, может быть и такой вариант. А может быть и не потребует. Не потому, что он добрее станет и чище, а потому что ему, извините, 73 года. И если даже взять паузу еще года 3-4, которые потребуются, чтобы привести российскую армию и экономику в то состояние, чтобы продолжать войну, ему уже будет под 80. Нет, конечно, он собирается жить вечно, но давайте честно, с каждым годом планировать такие вот далеко идущие войны, особенно с НАТО и Западом, как бы, уже, мне кажется, нет. Я думаю, что это последняя война Путина, что он ее хочет закончить, надеть себе слово такой вот лавровый веночек и и праздновать весь остаток своей жизни, вот эту свою великую победу над Западом и всеми. Украину дальше будут мучить гибридными методами, всячески там масса вариантов, как можно издеваться над Украиной уже после того, как она окажется в новых границах. Тоже касается Европы. Как Россия будет издеваться над Украиной после... Я думаю, что он будет манипулировать, там будут опять найдены какие-то игроки внутри Украины. Опять же, давайте честно, если Украина подпишется вот на такие границы, как сейчас предлагает Путин, это будет огромный повод для дискуссий национальной на много-много лет вперед. И там всегда будут поиски, кто же виноват, что так закончилась война, кто кем был, кто что делал. Я думаю, что в этой дискуссии Россия будет активно участвовать через каких-то своих людей, или напрямую, да, сливая документы, рассказывая какие-то захватывающие подробности. Например, интересная же тема, как получилось, что в первые дни войны российская армия прошла так далеко. Кто виноват? Почему ее не остановили? Почему героические бои, которые вот идут сейчас или там были в Мариуполе, почему они не начались сразу у границы, например? Да? Может быть, если бы они начались у границы с таким упорством, может быть, действительно все бы рухнуло сразу, весь план наступления. А Путин не дошел бы до Херсона, например. Да? Ведь даже по карте видно, что это довольно далеко. Как так получилось? Да? Много есть тем для дискуссий. И я думаю, что как бы расчет Путина именно на это.
То есть вернуться к тому, что было до войны, когда внутри Украины есть какие-то пророссийские фракции, пророссийские политики, явные, неявные, да, есть внутренний раскол, есть внутренний протест. И вот туда вбрасывать, так сказать, подкидывать дровишек и наслаждаться тем, как ни в какой Евросоюз Украину, конечно, не возьмут, да, потому что чем дальше, тем страннее все это выглядит. Ну и в НАТО тоже, да, потому что, чтобы Украину взяли в НАТО, надо, чтобы все были за, члены НАТО. А мне кажется, что всегда найдется кто-нибудь, кто будет против. Опять же, в том числе под влиянием России, например, да? Ну, как так может быть, чтобы все страны сказали, мы все за? Ну, вот какая-нибудь одна маленькая страна встанет и скажет, а вот мы против. И то же самое с Евросоюзом. Ну, тоже ведь огромное поле для того, чем любит заниматься Путин, для взяток, лоббизма и всего остального. Да? Ну, вот соберутся страны решать, принимать Украину в Евросоюз, и вдруг внезапно некоторые страны скажут, вот мы против. Причем, может быть, те, которые вчера еще были не против. Такое же может? Может. Все сорвали, так сказать, прием, нет приема. То же самое с НАТО. Вроде все договорились, собрались в итоге, а кто-нибудь встает и говорит, а мы, знаете, против. Ну, вы только что отвергали влияние России, сейчас его как бы Я говорю про то, прогнозируете. что будет потом. Я говорю про то, что не сейчас, а будет потом. Когда война закончится, Россия перестанет быть такой токсичной, с ней снимут санкции, она начнется торговля, откроются миссии, так сказать, зашкварчат ручейки денег туда-сюда. Путину в такой ситуации действовать привычно. Потому что за время этой войны вскрылась колоссальная, так сказать, система влияния Путина, ну, частично вскрылась в Европе, да, сколько там было коррумпированных деятелей, сколько там было создано медиа, сколько всего. И я думаю, что он к этому с удовольствием вернулся, потому что это все стоит гораздо дешевле, чем война. Поддерживать эту вот сетку, так сказать, гибридных операций, агентов влияния каких-то. Это стоит несопоставимые деньги. Да? По цене одной ракеты можно содержать кучу шантропы по всей Европе, которая будет с утра до вечера плакать, так сказать, в пользу Владимира Владимировича. Поэтому я-то думаю, что они уже наигрались в войну сами, что тоже это все утомительно и тяжело. Поэтому хочется горячую фазу закончить и перейти вот к тому, о чем я говорю, где они, и давайте честно, переоценивают свои возможности. Вот то, что я рассказал, это как они сейчас оценивают свою возможность, что они там будут на всех влиять. Конечно, они будут, не на всех, но пытаться будут. Будут пытаться, будут вмешиваться. Они, собственно, это делали и пытались. Поэтому, вот, мне кажется, у них такой план, и они вполне готовы подписать мир. Другое дело, что на своих условиях, и это не будет прямо начало эры всеобщего доверия, там, так сказать, какой-то прекрасный мир. Это будет начало такой новой холодной войны, в рамках которой будет продолжаться вот это вот подсовывание друг другу кнопок под попы, так сказать, и прочих интересных развлечений. Поджечь Балтику. Насколько это сейчас вероятно? И давно у Зеленского зреет история там по поводу Беларуси, да? Он и санкции на Лукашенко вел, и Орешник, как говорит, там у них, мы знаем, где он. Сейчас как туда... В общем, дайте только отмашку. Отмашки не дают. Нет, конечно. Потому что Беларусь, Балтика, то есть открывать условно второй фронт ввиду всего происходящего, это, наверное, на руку как раз-таки стратегии Зеленского. Ну, это какая-то тоже теоретическая конструкция, которая исходит из того, что все участники, так сказать, вот этой ситуации будут смотреть на нее глазами, допустим, Зеленского. Помните эти истории, когда ракеты залетали на территорию Польши, Зеленский требовал, чтобы поляки признали, что это была российская ракета, а поляки говорят, так, нет, позвольте, так сказать, мы вообще знаем, чья это ракета, да, и не будем этого делать. Или вот эта вот ситуация с Северным потоком, когда, так сказать, Германия категорически не хочет принимать версию Украины, да. Соответственно, возникает вопрос, а почему кто-то думает, что вот в ситуации чего-нибудь на границе с Белоруссией или в Балтии все примут точку зрения Украины? Во-первых, Лукашенко выстроил отношения свои с Америкой достаточно, ну, скажем так, неплохие. Да? То есть он у Трампа там где-то на хорошем счету, он выпустил политзаключенных, то есть никто не даст отмашки сейчас уничтожать Лукашенко, потому что, во-первых, у него отношения с Трампом, во-вторых, извините, это союзное государство с Россией. Поэтому никакого удара по Беларуси никто не даст наносить. Это первое. Что касается Балтии, ну, во-первых, даже эстонская вот разведка, уж казалось бы, да, совсем не любители России большие, выпустили доклад, я его прям сам читал в свободном доступе, пожалуйста. И они пишут, что никакой агрессии на Эстонию они не ждут в ближайшие годы.
и не готовится к ним Россия. Ну, во всяком случае, вот в ближайшем будущем. То же самое, очевидно, касается и всех других стран Запада. Потому что страны Балтии – это страны, которые уже внутри НАТО. И то есть вот эти все проблемы по поводу Украины, они все-таки немножко по-другому выглядят, когда эти страны действительно интегрированы в НАТО, там находится натовская инфраструктура, и атакуя их, Путин все-таки, ну, как бы замахивается на нечто гораздо большее, чем армии 3 маленьких балтийских стран или одной из них. Как бы он может вовлечь себя в большой конфликт. И опять же, неизвестно, как себя поведет, например, тот же Трамп. Трампу тоже хочется доминировать, и ему не нравится, когда его маленьких друзей кто-то обижает без его согласия. Он же не давал согласия. Страны Балтии вряд ли можно назвать маленькими друзьями Трампа. Ну, они не враги ему, это же все равно какие-то... Они постоянно клянутся ему верности, они члены НАТО. То есть, если он не дал Путину отмашки «можешь забрать себе», то он это будет воспринимать как вторжение на его, так сказать, полянку. Да? С чего это ради? Ты пришел и тут что-то делаешь, меня не спрося. Зачем ему отдавать Путину страны Балтии, не очень понятно. То есть, Трамп ведь у него нет цели сделать Путина великим. У него есть цель сделать великим себя. Поэтому мне кажется, что вся эта эпопея про то, что вот прямо сейчас, не заканчивая войны с Украиной, Путин полезет еще и в Балтию, это вот из серии «мы не будем заканчивать войну, потому что Путин ее не хочет заканчивать, потому что он готовится напасть на всех вокруг». Ну, в теории, конечно, генеральный штаб каждой страны имеет планы атаки на всех вокруг, да? Но я сомневаюсь, что у России сейчас есть ресурс реальный для нападения на страны Балтии. И опять же, если американцы со спутниками и там прочими своими следят за ситуацией, мониторят, они прекрасно будут видеть, откуда, так сказать, планировалось нападение и кто на кого напал. Играть в такую игру сейчас, когда Трамп занимает, прямо сказать, не очень комплементарную позицию к Украине, я бы не стал. Даже эта ситуация с Северным потоком была возможна в то время, когда она случилась, потому что если что-нибудь подобное произошло сейчас, мне кажется, первым, кто вышел бы и ткнул пальцем и назвал, так сказать, виновных, был бы американский представитель какой-нибудь, да? Вот и все. Поэтому вот эти вот построения Зеленского, как он видит агрессивную, так сказать, сущность России в регионе Балтии и там какой-то вот Беларусь и так далее, ну, это его предложение, которое едва ли кто-то примет. Никому не нужно не расширение войны в регионе, никому не нужно вот этого самим втягиваться в войну с Россией, потому что агрессия на страны Балтии, это, извините, ну, требует уже вмешательства европейских стран. И, между прочим, в странах Балтии прямо находятся европейские части. В Латвии датчане стоят, например, да, в Литве там немцы, кто-то еще, кто там в Эстонии, я не знаю, но тоже кто-то есть. То есть, когда вот рассуждаем об атаке России на страны НАТО, мы предполагаем, что там какие-то страны Балтии, что там могут пострадать прямо вот европейские военнослужащие. То есть это совсем другая история, как бы это не теоретическая, это практическая. Поэтому, мне кажется, это попытка опять вот выстроить ситуацию так, что нет смысла подписывать с Путиным договор сейчас, потому что он вот прямо сейчас замышляет продолжать войну в другом месте. Зеленский вместе со своей обновленной командой имеет такой рейтинг поддержки, о котором большинство лидеров Западной Европы может только мечтать, сообщает BBC. При этом Зеленский говорит, я не решил, пойду баллотироваться или нет. Снова в случае выборов могу участвовать, могу не участвовать. Ну, вот это вот такие моменты. Хотя украинские источники говорят, пойдет 99%. Это фейк? Про поддержку? Да. Слушайте, ну, мы вообще живем в очень странном мире. Например, я регулярно читаю в выдающихся западных медиа ссылки на данные опросов в России, которые проводит Левада-центр, и они это воспринимают как абсолютно что-то достоверное, хотя всем очевидно, что в условиях диктатуры и войны в России ничего невозможно никого спросить, если эта власть не хочет, чтобы это было так. Ну, то есть, как бы, опубликуйте какие-нибудь опросы, которые не нравятся власти, и вы прекратите там работать в тот же день. Вас разгромят просто и вынесут, как оно и бывало. Ну, нормально. То есть, европейцам кажется, что это как бы достоверные сведения. Или вот цифра, которая кочует по выступлениям европейских и западных политиков, 1 миллион погибших в России. Ну, во-первых, речь шла о миллионе пострадавших, то есть это погибшие и раненые. В какой-то момент эта цифра превратилась, что 1 миллион погибло,
И теперь эта цифра кочует из выступления в выступление, что в России уже погибло 1 миллион человек, хотя она ни на чем не базируется, нет никаких объективных доказательств, даже у независимых наблюдателей, совершенно не комплементарных там, путинскому режиму, что погиб 1 миллион человек. Но это удобная цифра, которую очень удобно пересказывать друг другу, ссылаться на нее. Вот на нее, там, по-моему, на Мюнхенской конференции кто-то ссылался недавно какой-то. Ну, то есть вы видите, да, вот звучит цифра, погибло 1 миллион человек, она ни на чем не базируется. Погибли там сотни тысяч, но как бы сотни тысяч пострадали, ранены, но как бы не 1 миллион погибших. Собственно, так же и здесь. Как в условиях воюющей страны, в условиях огромного эмиграции, да, вынужденной из Украины, в условиях оккупированной части территории, можно установить какие-то рейтинги. Это первое. Второе, все-таки в условиях войны верховный главнокомандующий обладает некоторым дополнительным, что называется, притягательностью. Да? Ну, потому что идет война, а ты гражданин страны, а тебя спрашивают, ты поддерживаешь верховного главнокомандующего? Потому что если ты говоришь не поддерживаю, ты как бы, ну, враг, наверное. Ну как? Война же идет, а ты главнокомандующего не поддерживаешь. То есть это вообще довольно манипулятивно. Я не очень понимаю, как вообще можно проводить выборы в таких условиях и насколько они будут честными. Да, в Британии, конечно, в 1945 году провели выборы, кстати говоря, в 1945, когда война уже заканчивается, что они выборы не пропустили, потому что не могли их проводить. И Черчилль на них проиграл. Ну, потому что уровень абстракции, так сказать, избирателей Британии был таков, что спасибо вам, дорогой Уинстон, за ваше героическое управление, но вы нам уже поднадоели, кто там еще есть, да? В других странах такое не очень хорошо проходит. Поэтому вот мы с вами уже вначале обсуждали про референдум, результаты которого известны Зеленскому до его объявления. Да? Мне кажется, что ему, возможно, покажется хорошей идеей, или сейчас кажется, потому что непонятно, будет это или нет, пока он главнокомандующий и пока вот еще не остыли вот эти все стволы, провести выборы и победить на вот этом пафосе. На пафосе войны, геройства и так далее, пока это еще не забылось. Потому что стоит ему переодеться в гражданский костюм и стать одним из кандидатов на выборах уже после войны, к нему будет очень много вопросов от других кандидатов, которые сейчас просто нельзя задавать. Да? Я прекрасно помню последние его дебаты с Порошенко, когда как раз Порошенко явился в костюме верховного главнокомандующего в камуфляже, а Зеленский был в костюме нормального человека, и, собственно, понятно, почему Порошенко проиграл. Так вот сейчас Зеленский хочет фактически оказаться в положении Порошенко. Он хочет прийти на выборы в костюме верховного главнокомандующего и поставить всех перед вопросом. В условиях войны доверяете вы своему верховному главнокомандующему? Не доверяете. Ну, не знаю. Мне кажется, поэтому никаких выборов не будет, потому что это невозможно ни организовать, ни продать ни Трампу, ни каким-то другим. Ну и тогда давайте в завершении вот такой момент рассмотрим. И он очень интересен. Я предлагаю вам сравнить уехавших, оставшихся, причем в Украине и в России. Что я имею в виду? Сейчас вот прокатились митинги по европейским, не только европейским странам, там, где есть украинцы. Кто-то на 24-е собирается из представителей в других странах, украинцев, митинговать. Кто-то помитинговал уже на выходных, потому что, ну, вроде как выходные же, да. И мы там увидели очень многие такие эпизоды, когда люди, ну вот как вы выразились, синдром 22 года. Контекст только изменился, понятное дело, да. Весь разговор мы об этом сегодня говорили. Значит, вот патриотизм, правильно? То есть там за границей. Также есть русские, которые тоже присоединялись к этим митингам, которые тоже там с флагами, которые кричат: мы хотим, чтобы Россия проиграла. Ну, вот эти все, знаете, там такие моменты. Причем очень интересно, к этим русским, которые поддерживают Украину, совершенно же четко обратился недавно Зеленский и говорит: уваливайте. Ну, у вас там бизнесы на Западе, все, проваливайте. И вот смотрите, уехавший как бы контингент, уехавшие люди из России, уехавшие из Украины. Что их объединяет, что между ними, в чем между ними разница? И как внутри общества вот получило уже этого прививку вот этого потужного, незламного, да, вируса. Вот по Украине понятно. CNN сегодня публикует демография катастрофа.
материал, да, о том, что четко в статье пишется «страна вдов и сирот внутри Украины». Это оценка, которая дается CNN. Внутри России тоже вроде как тут можно, и на этом прям выигрышно держатся там уехавшие из России оппозиционеры, украинцы, которые за рубежом, украинцы, которые внутри, там Гордон и все остальные, они вот смотрите, у них там, как это, победобесие и все остальное. Но с другой стороны, есть, например, очень интересный момент, да, вот недавно, я думаю, вы видели, да, этот шаман лизнул Байкал. Да? Это уж вот это вся история. Полетели мемы необыкновенные. И его прям, как осудили внутри России за вот это вот, скажем так, действо. Да, там показали все на свете, начали там как бы фотожабы лепить и все остальное. Если сравнивать вот эти группы людей внутри и снаружи, и уехавшие с двух сторон, как изменилась ситуация? Кто от кого отстает? Я имею в виду в понимании происходящего и духа времени, которое продиктовала война на рубеже 2004 года. Смотрите, во-первых, все диаспоры делятся, как бы, у них одна беда. Люди делятся на тех, вынужденные иммигранты всегда делятся на две категории. Те, кто вынужден уехал, но хочет вернуться, и те, кто вынужден уехал, но возвращаться уже не хочет. Это характерно вообще для всех случаев иммиграции, да, потому что так бывает со всеми. И я вижу, и здесь вот я живу, тоже вокруг много есть украинцев. Кто-то хочет вернуться, ждет возможности, пока кончится война, чтобы вернуться хоть на родное пепелище, но вернуться. А кто-то уже давно решил никуда не возвращаться, а кто-то вообще уже 30 лет живет в Канаде, да, и не собирается никуда возвращаться. Так вот, среди тех, кто решил не возвращаться, гораздо больше, скажем так, злопыхателей и радикалов во все стороны, чем среди тех, кто хочет вернуться. Потому что те, кто хотят вернуться, они хотят вернуться и как-то вернуться в нормальную жизнь. А те, кто не хотят, они или себе постоянно объясняют, почему они не хотят вернуться, да, почему вы не хотите вернуться. Там люди, которые уехали из России, не хотят вернуться, они рассказывают, что там всегда все будет плохо, там всегда вот это вот Путин навсегда. Поэтому я не вернусь. Те, кто не хотят вернуться в Украину, говорят, там война будет продолжаться, Путин никуда не денется, поэтому вы там давайте умираете за Украину, а я тут в Канаде, значит, буду вам донатить по денежке. Вообще для иммиграции свойственно занимать радикальные позиции. Причем, кстати, вот в российской миграции есть не только радикальная позиция про то, что, значит, Путин плохой, и в России все плохо, но есть позиция того Латынина и Светова, которые в эмиграции полюбили Путина, стали восхищаться Путиным, что он великий, что он мудрый, что он прекрасный. То есть это тоже ведь следствие иммиграции. То есть человек от чего-нибудь уезжает, впадает в депрессию и начинает любить. Да, такое было и, допустим, после гражданской войны, когда люди от большевиков уехали, а потом стали строчить статьи на тему, как мы понимаем большевиков, какие они молодцы, вот они вот все-таки вот правильно. То есть мы сами-то не поедем, конечно, но из Парижа будем восторгаться большевиками. И да, действительно, есть категория людей, которые... по поводу украинской, там все, мне кажется, просто. То есть вот есть те, кто хотят вернуться, те, кто не хотят, и с этим все описывается. И те, кто не хотят вернуться, это во многом люди, которые просто, пожив в Европе, поняли, что возвращаться нет никакого смысла. Они уже здесь немножко обросли связями, прошло уже 4 года. Я сам был на курсах интеграции, там было очень много украинцев, украинок, главным образом, хотя они и с мужьями здесь, и я понял по их вопросам, потому что темы, которые их интересовали, у них интересовал один вопрос. Через сколько им дадут гражданство? И что, кстати, вообще они прямо говорили, что никуда они не собираются ехать. Это не выборка, сложно судить, но я знаю, что это распространено. И я их понимаю, этих людей. По поводу России, там другая немножко ситуация, повторюсь, потому что у нас гораздо меньше количество уехавших. Люди уехали не из-под бомб, а потому что сами так решили, испугавшись преследований. Многие уехали зря. Они ждали, что их с пирогами будут встречать, и, так сказать, раз ты против Путина, вот тебе деньги, значит, там и квартира, и паспорт. Оказалось, нет. Многие из них очень разочарованы, и они, кстати говоря, очень сильно злобствуют и по поводу другой части иммиграции, по поводу украинцев, что вот, что это мы себе жизнь сломали, уехали и так далее. Кто-то выбрал себе путь стать большим украинцем, чем украинцы. Это, на самом деле, абсолютное меньшинство, его не стоит преувеличивать. Это буквально, может быть, там несколько тысяч человек, которые просто очень громкие,
Это люди, которые вот лезут к украинцам с объятиями, значит, с украинскими флагами, там, со стоянием на коленях, с посыпанием головы пеплом. Они сформировали вот эту делегацию при ПАСЕ, которая, по сути, приложение к украинской делегации. Я так понимаю, что ее задача – это быть плевательницей для украинской делегации, что вот когда депутат Гончаренко приходит в ПАСЕ, чтобы он всегда мог плюнуть в лицо представителя России, а тот благодарно утерся и сказал: спасибо, что вы меня плюнули, я перед вами вечно виноват. Ну, как бы вот такой люди сделали себе выбор, как бы, да, вот им хочется. Опять же, почему? Они не хотят возвращаться в Россию. Они просто хотят и дальше жить, так сказать, вот там, где они живут. Кстати, многие неплохо устроились из наших иммигрантов на вашей украинской аудитории. Я думаю, что вы прекрасно знаете людей, которые зашли как кающиеся россияне и теперь с удовольствием окучивают значительную часть украинской аудитории, рассказывая этой части украинского общества, что бы она хотела слышать от кающихся россиян, хотя те, кто перед ними кается, они давно уже никакие не россияне, никого кроме себя не представляют. То есть иммиграция – это всегда тяжелая история, и люди просто выкручиваются кто как может. Поэтому здесь, конечно, сложно обобщать, но я бы просто предостерег, что называется, зрителей от того, что ни в коем случае никого нельзя воспринимать как представителя кого-либо, кроме него самого. Особенно в эмиграции. Понимаете, это в нормальных условиях человека можно избрать депутатом, избрать кем-то. Да? Он приехал, я избранный депутат, президент. Ну, там можно спорить, не спорить. Но когда кто-то в эмиграции, неважно, в украинской, в российской, в иранской, в белорусской, говорит: я представляю весь там свой народ. Никого ты не представляешь. Ты представляешь только самого себя. Вот как я сейчас с вами разговариваю, как я конкретный человек. Упаси меня, Боже, сказать, я представляю там кого-то шире, чем самого себя. Ну, вот такие люди есть. И они, к сожалению, очень популярны, потому что, наверное, каким-то людям в Украине хочется, чтобы, с одной стороны, перед ними покаялись. Да, от имени всех россиян. Прям стал кто-нибудь и бился, и плакал, и царапал себе лицо, и говорил: мы перед вами вечно виноваты, плюйте на нас. Да? Ну, наверное, есть такой эмоциональный. И есть люди, которые готовы за монетизацию, за донаты, за, так сказать, другие вещи удовлетворить такую потребность. Да, есть люди, которые там разыгрывают для живущих в России балаган, что, смотрите, те, кто уехали, у них дела еще хуже, чем у вас. И люди, сидя в России, глядя на весь этот балаган, думают: да, лучше тихо тут посидеть, чем вот участвовать в этом бесконечном сраче, например. Увы, но в эмиграции развлекается кто как может, и тут надо быть просто очень сильно Ну, осторожным. хорошо, а связи с внутриукраинским, внутрироссийским пониманием ситуации? Ну, я думаю, что... В смысле, у иммиграции или у кого Ну да, связь? ну то есть кто дальше, кто ближе. Ну, я думаю, что российская миграция, особенно вот самые громкие ее голоса, которые, не затыкаясь, постоянно вещают, они, безусловно, ужасно далеки от России. Причем это сознательное решение. Ну, то есть, условно говоря, условный Гарри Каспаров, который еще в 2011 году уехал из России и с тех пор всем всегда рассказывал, что бесполезно что-то делать в России и главное, лучший выбор быть в эмиграции, это человек, который сознательно давно уже разорвал все связи с Россией, не собирается ни в какую Россию, собирается быть вот таким международным деятелем, и он как бы в этой роли как бы выступает. Да? Ну, такой вот... Как он там связан с Россией? Я совершенно уверен, что по призыву Гарри Каспарова в России ни один человек даже кукиш в окно не покажет, потому что как бы его там нет никакого абсолютно авторитета. Да? Есть люди в эмиграции, у которых есть какой-то авторитет, которые действительно могут людей на что-то там... Но они этого не делают, потому что это довольно глупо часто делать. Но есть люди, которые давно уже порвали все связи. В украинском мне сложнее, потому что все-таки как бы им невозможно себя представить каким-нибудь правительством Украины в изгнании, потому что у Украины есть правительство. Да? Невозможно себя назвать представителем украинского народа, потому что есть там парламент какой-никакой, еще что-то есть. А как бы в нашей ситуации мели и Емеля, твоя неделя. Да? Любой себя может объявить представителем любого народа России, там, территории, региона, все что угодно. Поэтому, наверное, в этом смысле у вас, так сказать, украинцев дела гораздо лучше обстоят, потому что эмиграция – это прежде всего люди в большинстве своем, которые вынуждены были уехать от войны, и какая-то часть этих людей действительно вернется. И они, скорее всего, не будут политическими там... Ну, я не слышал, во всяком случае, что в украинской эмиграции появился какой-нибудь самоназначенный там президент Украины, значит, или там парламент Украины в изгнании. До этого пока не дошло, да? Поэтому у вас, наверное, отношения между иммиграцией и населением здоровее. Я уж не говорю о том, что можно ездить
Я знаю, что многие ездят в Украину, из Ну, Украины. кому-то, поэтому... кому-то можно, кому-то нельзя, потому что у безусловно. режима Ну, то есть я не Зеленского могу тоже есть выдавленные из страны. Не Да, только и те, которые в застенках, и те, которые выдавлены из страны, и те, которые лишены да. гражданства. И, в общем, полный фарш, Есть. полный Но, набор. тем не менее, я хочу сказать, что, конечно, средний украинский иммигрант вынужденный имеет гораздо лучшее представление о ситуации в Украине, чем какой-нибудь российский политический иммигрант, который добровольно уехал, и у него просто нет возможности самому приехать, и все его друзья тоже уехали, и у него там вот он только в лучшем случае с родней созванивается. Да? Поэтому это тоже, кстати, вот такое совершенно рабочее предупреждение, может быть, вашей аудитории, что когда какой-нибудь сидит российский иммигрант и с уверенным видом рассказывает, что в России там стоят очереди, голод, холод, все развалено, завтра все рухнет, там Россия развалится, Башкортостан восстанет и так далее, скорее всего, это просто какой-то клоун, аферист, который рассказывает то, что, как он думает, аудитория хочет от него услышать, и он с радостью ей вот эти все сказки. Я думаю, что вы уже, наверное, 4 года слышите некоторых людей, которые 4 года вам обещают, что завтра путинский режим рухнет, экономика, значит, рухнет, санкции задушат и так далее. Ну, да, ситуация не очень хорошая, она ухудшается, но есть, так сказать, объективные вещи, которые можно отследить. Федор Крашенинников был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Пожалуйста, напишите в комментариях, что думаете. Берегите себя и друг друга. Добра и света.